Всем доброго дня! В этом выпуске будет много интересного. Поговорим, почему появляются трещины и как их исправить. А также я покажу, как покрыть перламутром кремовое покрытие и сделать вот такую красивую цветочную аппликацию. Ну и украсим торт цветами из сахарно-рисовой мастики. Ну что ж, начнем все по порядку. Начинка у нас такая. Это тот же торт, который самый популярный из моих заказов. И видео с рецептом этого торта самое популярное у меня на канале. За 3 недели оно набрало больше 1 000 000 просмотров. Кому интересен этот рецепт, ссылка будет в описании под видео. Торт отстоялся целую ночь в холодильнике, и после этого я его буду выравнивать. Для выравнивания я использую стабильный крем. Ссылка также есть в описании. Выравнивала сразу с кондитерского мешка, и то есть одним махом не делала черновое, а сразу как бы выравнивала на финиш. Чтобы рассказать о трещинах, в этот раз мне пришлось спровоцировать трещины на торте, так как с этой проблемой я уже очень давно не сталкиваюсь, и сейчас объясню почему. После выравнивания убираем торт в холодильник, и, как и ожидалось, должна была появиться трещина. Ну что, кто уже догадался, почему в этом случае появилась такая трещина? Читая комментарии, я поняла, что эта тема очень актуальна. И у многих почему-то сложилось ошибочное мнение, что трещины дает крем. Ну так вот, трещины появляются не из-за крема, нету крема, который дает трещины. Трещины могут появиться на любом креме, который в холодильнике становится твердым. Но трещины появляются по другим причинам. В первую очередь от неправильной сборки торта. На самом деле причин очень много. Все, которые я знаю, будут написаны в описании под видео. В данном случае я специально спровоцировала такую трещину неправильным покрытием торта. Я небрежно нанесла из мешка крем. Посмотрите, полоски идут не друг за другом, а между ними есть большой промежуток. После того, как сверху покрытие сглаживается, выравнивается, а внутри остаются мелкие пустоты. Поэтому после того, как торт выровнен, мы ставим его в холодильник, он охлаждается, и там, где пустоты, появляются трещины. Если у вас двухъярусный торт, так как у меня, то лучше уже собрать 2 яруса и только потом заделывать трещину. После фиксации второго яруса трещина проявляется в полную. Вот смотрите, она уже ярко выраженная. Торт у нас охлажденный, а крем, с которым мы сейчас будем заделывать трещину и стык, комнатной температуры. С самого начала нам нужно взять пластмассовый гибкий шпатель. Просто аккуратненько приставляем шпатель и снимаем легонько, постепенно прижимая, снимаем немного крема, 2-3 мм. Сразу после этого трещина может также спрятаться, ее уже практически не видно, но это не поможет, она потом все равно проявится. Поэтому теперь берем потихонечку тонким длинным шпателем и наносим крем на то место, где была трещина, и на стык между 2 ярусами. Аккуратненько выкладываем и так легонько промазываем. Нам нужно заполнить вот эти щели, которые есть. После того, как мы нанесли крем, закрыли все щели, опять берем гибким шпателем и начинаем все это сглаживать постепенно. Проходимся аккуратно 1 раз, снимаем излишки крема. Проходимся потом 2 раз. И так постепенно выравниваем бок 2 яруса. И тем самым заглаживаем щель и зарабатываем трещины. Здесь главное не спешить, чтобы все получилось хорошо, чтобы мы еще больше не испортили. В самом конце, когда мы уже излишки всего крема убрали, и у нас получается ровный бок, ставим уголок шпателя на сам стык между 1 и 2 ярусом и легонько прокручиваем торт и проходимся, еле-еле приложив шпатель к крему, и проходимся таким способом, еще сглаживаем. Когда нам удалось более-менее сделать все красиво и ровно, убираем торт в холодильник еще на 1-2 часа, чтобы он хорошо охладился. После этого проходимся еще раз аккуратненько шпателем по нижнему ярусу и сбоку по верхнему ярусу. В итоге торт у нас исправлен и все выглядит нормально. Теперь переходим к перламутровому покрытию.
Вот мы взяли торт из холодильника. Он должен быть очень-очень холодным. Перламутр буду наносить кондурином. Фирма Food Colors Silver. Для нанесения нам обязательно нужна вот такая кисточка. Начинаем наносить перламутр сверху, так как он будет осыпаться. Поэтому легонько макаем кисточку в кондурин и вот такими легкими движениями, как будто наносим пудру на лицо. Растираем кондурин, и такой блеск остается. Нужно окрасить все части торта, поэтому проходиться кондурином нужно несколько раз. Если видите, что от кисточки остаются уже царапины, лучше поставить обратно торт в холодильник, пускай охладится и продолжить дальше. С кондурином ничего не случится. Сразу после окрашивания могут оставаться легкие разводы, но после того, как вы уберете торт в холодильник и он там постоит несколько часов, перламутровое покрытие становится равномерным по всему торту. Теперь переходим к аппликации. Чтобы сделать такие красивые цветы, как у меня на верхнем ярусе, нужно приготовить гибкий айсинг из крема Шантифлекс. Ссылка есть в описании под видео, как это сделать. Теперь для работы нам нужен черновой поднос, трафарет, который будем использовать. Сам трафарет я разрезала на 4 части. Мне нужны кусочками элементы декора и ацетатная пленка. Ставим ацетатную пленку на поднос, сверху кладем трафарет, наносим гибкий айсинг на трафарет, аккуратненько шпателем его выравниваем, так чтобы рисунок был одинаково ровный по всей поверхности. Снимаем трафаретик, и узор остается на ацетатной пленке. Таким способом я делаю сразу все элементы декора. Здесь я сделала с запасом 15 таких цветков, но использовала 13. И оставляем теперь это сушиться. По времени может занять по-разному. Если в помещении тепло, оно высохнет за 3-5 часов. Если более высокая влажность, может сохнуть 12 часов. Как понять, что аппликация готова уже к нанесению на торт? Нужно чуточку отогнуть, посмотреть, отстает ли она от ацетатной пленки. Если легко снимается, значит уже готово. Можно наносить рисунок на кремовое покрытие. Берем ацетатную пленку с аппликацией, прикладываем аппликацией к кремовому покрытию, аккуратненько пальцами прижимаем, чуточку вдавливаем, но не очень сильно. От тепла пальцев кремовое покрытие немножко нагревается под аппликацией, и аппликация хорошо приклеивается к покрытию. Нужно пройтись пальцами по всем частичкам декора, и после этого снимаем ацетатную пленку, а рисунок у нас остается. Таким методом можем наносить любые узоры на кремовое покрытие. Кроме этого, для этого торта я делала вот такую эмблемку из сахарно-рисовой мастики. Для меня лично делать красивые надписи — это что-то еще пока невозможное, поэтому я решила, что буду лучше заказывать вафельные картинки с готовыми надписями и потом просто подкрашивать. Эмблема у нас идет по центру, чуточку выше. И теперь из цветочков делаем такой веночек, постепенно цветок за цветком. Основные цветы идут, это ранункулюс и космея. И между этими цветами мелкие цветочки еще добавила. Практически тортик был завершен. Можно паковать его в упаковку и ставить в холодильник. Если что-то пропустила, пишите вопросы в комментариях, а также свои замечания. А также не забывайте писать в комментариях, какие темы вам интересны больше всего. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.